Привет! В этом уроке давайте разберемся с типами нашего WizPageWrapper, которые пока что не способны отдавать нам именно авторизованного пользователя. Сейчас у нас в контексте хранится только пользователь, который неизвестно, авторизован или нет. Я хочу, чтобы наш WizPageWrapper умел делать вот так. То есть в конечном результате у нас получится вот что-то такое. То есть в setProps дополнительный helper getAuthorizedMe, который возвращает уже именно авторизованного меня, а если вдруг я там не авторизован, то он выкинет ошибку, и WizPageWrapper покажет нам уже известную ошибку о том, что эта страничка только для авторизованных. Хорошо, давайте теперь применим это к нашему PageWrapper. Так, делаем, в принципе, по аналогии с тем, что мы уже сделали. Создадим специальную ошибку getAuthorizedMeError. Потом пойдем посмотрим на наши типы setPropsProps, которые у нас прокидываются в setProps, а именно вот этим, и туда нужно добавить вот эту вот функцию getAuthorizedMe. Хорошо. Пойдемте ее добавим, и она будет иметь следующий тип. getAuthorizedMe может принимать сообщения, которые мы укажем на результирующей страничке с ошибкой, а возвращает она non-nullable из app-контекста me. Если мы не помним, то в app-контексте у нас лежит me, который возвращается из endpoint getMe и может быть в том числе и нулым, а может быть авторизированным пользователем. Но благодаря обертке non-nullable там будет именно то значение, которое не null. Вот сейчас там или null, а на выходе здесь оказывается, non-nullable. Ладно. Теперь, определив типы, нам нужно добавить и код. В отличие от вот этих функций, которые мы могли определить на верхнем уровне, функцию getAuthorizedMe нам придется объявить внутри самого компонента PageWrapper, потому что именно в нем находится контекст, а me мы будем брать из контекста. Вот добавим ее сюда, и она будет такой. getAuthorizedMe, message, все в соответствии с типами. И если в контексте меня нет, то есть я равняюсь нулу, значит я не авторизованный, то мы выкидываем вот этот самый getAuthorizedMeError, который мы только что объявили вот здесь. Хорошо. И потом эту функцию мы также прокинем в пропсы наших setProps'ов. Ага. Прокинули. И остается только добавить проверку на то, что случилась эта ошибка. То есть, возможно, вот здесь вот мы вызвали setProps, внутри них мы вызвали getAuthorizedMe, и она выкинула ошибку. Если она выкинула ошибку именно типа getAuthorizedMeError, то мы покажем errorPageComponent. Мы покажем errorPageComponent с authorized only title, который у нас был вот здесь указан, и ошибкой, и текстом ошибки, который мы передали либо в этой функции, либо которая по дефолту задана в authorized only message. Хорошо. Так, и давайте проверим, что у нас это по-прежнему работает. Так, вот наша страничка редактирования профиля, и она у нас удачно открывается, если мы авторизованы. А если мы были бы не авторизованы и попробовали на нее ворваться, да, нам бы выкинуло ошибку. И типы у нас в порядке. Теперь мы всегда знаем, что me — это именно авторизованный пользователь. Вот такое небольшое улучшение обертки страницы. Вот. Написать ее изначально было сложнее, чем по чуть-чуть ее улучшать. Так что, если у вас появятся свои идеи, что вам нужно в нее добавить для своего проекта, пожалуйста, делайте это. Это будет вам только на пользу. Всем спасибо. Поехали дальше.